Всем привет! Наконец-то мы собрались хоть и в небольшое, но все-таки путешествие на нашей машинке. В России мы очень часто путешествовали на нашем любимом крузаке. Куда только не ездили. То в Грузию, то в Сочи, то на Бермамыт. Правда, первый раз не совсем удачно мы туда заехали, но зато во второй раз мы насладились этим плато во всей красе. Еще мы ездили в Дагестан, на Сулакский каньон. Нам сказали, что это место ничуть не отличается от знаменитого Гранд Каньона в США. Ну, не знаю. В общем, путешествовать – это наше семейное. И вот, наконец, в Америке мы дожили до того, что мы едем в путешествие. Кто не смотрел прошлое видео, где я готовился к этому путешествию, то вот оно. Обязательно посмотрите. Поехали в Чарльстон. Мистер Тедди, мистер Тедди, мистер Тедди, мистер Тедди, мистер Тедди. Прихожу я, из магазина, а дед сидит и наяривает вкуснейшую яичницу с колбаской. Я ему такой говорю: дед, я тоже хочу яичницу с колбаской. А он мне такой говорит: ну ладно, раз хочешь, я тебе сейчас сделаю. И набабахал мне вот такую штуку. Выглядит очень аппетитно, очень вкусно. Сейчас с хлебцом я его и наверну, эту яишенку, и будет мне счастье. Нехорошо оставлять грязную посуду, когда уезжаешь надолго, поэтому чистота прежде всего. Так, ну что, вроде маломальски собрались. Это подарки. Это принесла соседка. Подарим Алисе. Это у нас с собой еды так чуть-чуть совсем. Бананы, виноград. А на дне лежит шоколадка Аленка. Тем, кто съел фрукты, достанется шоколадка. Так, это я поеду. Косметоз. Здесь все для GoPro. Где-то лекарство Тяночка придет, разберет. Рюкзак, повидавший виды, с вещами. Тапки. Ну и так всякие прибамбасы. Едем на 2 дня, но так давно мы не были в отпуске, что хочется прям собраться, все подготовиться, положить и рвануть. Все, загрузились. Все почти пришли. Последние приготовления. И выезжаем. Только выехали из дома и сразу же попали в пробку. Благо она не такая большая, тем не менее. Все в сборе, чуть не подрались за место, кто где сидит. Пришли к компромиссу, что полдороги Мелкий едет посередине, полдороги Соня едет посередине. Ехать нам 8 часов 14 минут, 141 миля. Хочется отметить, как ужасно грязная обочина на I-95 в районе Вест-Палм-Бич. Кто не знал, в Вест-Палм-Биче живет Дональд Трамп. Ну, вот резиденция и дом, все такое прочее. Вот мы сейчас проезжаем это место и смотрим, как здесь все грязным-грязно просто на обочине. Тут всякое валяется. И мы опять в пробке, короче говоря. Отъехали всего ничего. Ехать еще 7 часов 40 минут. Ну, такими темпами, я не знаю. Будем ехать еще очень-очень долго. Специально остановился на Рестерии, а не на Тракстопе, потому что здесь нет магазинов, нету никаких развлекушек, ничего. Пусть пописывают и поехали дальше. А то это еще на полчаса затянется. А мы пока разминочку небольшую сделаем. В старые добрые времена, заезжая на эти Рестерии, там всякие вейтстейшены, и прямо так это... Нафиг надо, короче. Ехать еще 6 часов. Яночка сказала, что надо заехать в город Сент-Августин. Там, может быть, чуть-чуть погулять и перекусить. Я еще сначала сопротивлялся, а сейчас думаю, ну, давай, как говорится, но. Приехали в город Сант-Августин. Такая движуха в центре города. Сейчас пойдем перекусим немножко. Очень прикольный городочек, нам понравился.
Красиво девушка поет. Очень. Ну, определенно мне нравится этот городок. Да? Прикольный. У деда фамилия очень похожа на название этого города. И он утверждает, что именно он, ну или, по крайней мере, его предки основали этот городок. Нет оснований не доверять словам деда. Поэтому, вот смотри, твой родственник какой-то. Те рестораны, в которые мы заходили, либо закрываются, либо там не пускают с детьми. Наконец-то мы нашли один ресторанчик, который приютил нас и сказали, что они нас здесь накормят. Бургеры, fried chicken сэндвич, тарантантан, всякая фигня. Сейчас посмотрим, что тут есть. О май гад! О май... Sure! Yes. Now it's perfect. Yeah, thank you. Профессионал взялся за дело и снял нас полностью. Thank you very much. Вот так, у него даже татуха камеры набита на груди. Вот так вот, ребята. Все, камеру не трогаем, к ней прикасались руки великого человека. I think it's lamb. It's medium well. This is I think баранина. medium well. Сколько, мама? Ну как, дед? Вкусняшка? Прямо рекомендацион. Кроме того, это единственное место, где, ну, которое мы нашли, по крайней мере, где вообще нас согласились обслужить и накормить. А сейчас мы идем в машину, и ехать нам еще 4 часа 17 минут. Вообще городок Сент-Августин очень такой молодежный город, где очень много тусят всякие там, не знаю, свадьбы, мальчишники, девичники и всякое такое. Вчера приехали уже в 3:20 ночи. Сразу легли спать, без всяких там яких, без всяких чаев, без всяких едов. Проснулся сегодня вот на кровати такой принцессы. Заняли комнату племянницы. И вот сейчас уже все встали там. Я, наверное, последний. Пойду вниз, позавтракаем и, наверное, куда-то поедем. Привет, мандаринка. Эй, дружочек, мы вчера с тобой познакомились? Ага, вот это сладкий такой ребенок. Как зовут пёселя? Алис? Тедди? Тедди? Ты мистер Тедди, а мистер Тедди? Мистер Тедди, мистер Тедди, мистер Тедди, мистер Тедди. Тедди. Идем, покажешь мне участок свой, мистер Тедди. Они только-только купили дом. Первый, можно сказать, год живут. Поэтому, видите, все так чисто, свободно. Прикольно. Это водоемчик небольшой. Погода шикарнейшая просто. Солнце и свежо. Прямо так и хочется ничего не делать. Прикольно. Очень прикольное место. Ладно, пойдем завтракать.
Приехали в центр Чарльстона показывать деду красоты. Погоды нынче в Чарльстоне стоят чудесные, не так ли? Немножко прохладно. Тяночка просто надела кофту, поэтому говорит, что холодно, хотя все ходят в трусах в основном. Такая вот красотища. Одним из символов Чарльстона является денежный ананас. Я не знаю, почему я назвал его денежный, просто ананас. Пусть это будет денежный ананас. Сейчас мы его потрогаем, и нам привалит баблишка 100%. Так, ты потрогал ананас? Так деньги где будут брать-то? Не надо. В тумбочке. Тумбочки. Я тоже не потрогал ананас, Чтобы так что... так положил бы. Короче, кто здесь будет, потрогайте ананас, чтобы нам перешло все. Чего? Нас как бы хрен положили. Так нельзя говорить. Видите, сидят чуваки с этими листьями от пальмы. Они, короче, разводят людей, как в Париже это было. Видите, он им дает типа листочек. Говорит, вот, это тебе. И как только ты взял, то тот ты уже должен дать сколько-то долларов за то, что... Короче, всякая херня на постном масле. Нас так пытались развести в Париже, когда мы туда приехали с мамой еще. Я говорю, мама, вот подходят тебе такие чуваки, типа ничего. No, thank you. Подходят, дают тебе что-то сразу, посылая их нахер. И только мы спустились с Эйфелевой башни, тут же подходит к ней чернокожий чувак и сует ей розу. Она такая, ой, спасибо. Я говорю, мама, ты что? Ну, она под впечатлением от Эйфелевой башни, все такое. Так и тут. Но, с другой стороны, знаете, может быть, они не воруют, не убивают и не просто продают наркотики, поэтому пускай занимаются вот этим. Вообще, конечно, гуляя по французскому кварталу, немножко ощущаешься во Франции. Чуть-чуть. Прямо очень я хочу в Париж, Лион. Опять посетить эти города. Да, я там был. Немножко ощущается дух Франции. Чуть-чуть, но есть.
Знаменитое кафе десертов Каминский. И сам мистер Каминский. Чай и специи. Разумеется, нам туда надо. Че, дед, за чаем пошел? Когда без него? Чай это давно уже не пил. Ну. Дед эксперт по архитектуре. Че, дед, не так? Разные стили, да? Где-то барокко, где-то модерн. Хоть одним глазком прикоснуться к прекрасному. Что там? Красота. Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее влекут меня они. Та-да-ра-рай, та-ра, та-ра-ра-рай, ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-рай, та-ра-ра-та-ра-рай. Великий Юрий Антонов и я – это сила! Когда-то также и дед скользил по волнам Тихого и Атлантических океанов, будучи капитаном дальнего плавания, бывал во всех странах, в том числе в Бразилии. Так сказать, морской волк. Магелланов пролив открыл. В общем, повидал на своем веку. Короче, дед сказал, надо идти и трогать ананас. Кто мы такие, чтобы ослушаться? Идем трогать ананас. Короче, немного далековато находится ананас, чтобы его потрогать. Поэтому давайте вы за меня это сделаете. Все, теперь у нас у всех будет финансовое благополучие. I have cappuccino with almond milk. Yeah? Did you want that hot or ice? А? Hot. Тяночка сказала, надо зайти купить ей кофе, а деду мороженое. А я милкшейк себе возьму. Супер. Ну как? Огонь? Дед сказал, пока все мороженое не съем, шагу больше не сделаю. Правильно. Очень странный милкшейк. Будешь идти, она растасется почти на золотую. Все правильно. Должно завязаться, да? Перекусили немножко мороженым. Тяночка сказала, что тут есть аутлет, где есть Левис и где есть New Balance. И он прям находится недалеко от наших родственников. Поэтому сейчас, не мудрствуя лукаво, туда заедем, может быть, что-то прикупим. И поедем праздновать день рождения. Должно быть вкусно и весело. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor. Доставка дров, Вов готов. Before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I hear the call. It's the silence of the room.
way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. Think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up the hill, I feel I'm always standing still. Вот обманщики. На заправке написано, что ну, на баннере 2,47, а здесь 2,57. Вот так вот. Хулиганье. Ехать 7 часов, но мы хотим заехать еще в Сент-Августин, погулять, поэтому это займет какое-то время. Пойти водички купить, наверное, надо. У вас вода есть вообще, нет? А? Короче, как-то так взял и пробил 4 штуки вместо одной, но она вернула мне налик. И это хорошо. Держите воду. И одну себе. It's not the way it's meant to be. You should be happy living free. Although I'm running up a hill, I feel Заехали I'm always standing в какой-то старый магазин. Платно дают пробовать. Есть какое-то кафе, где мы обязательно купим кофе, скорее всего. Да, кофе. Значит, есть и старинная заправка. Сколько стоило за галлон? Понятно, так себе. Давай посмотрим, что там внутри. Липочка. Ну что тут понравилось? Орехи. Чека, это новый тренд сейчас. Что это такое? Это такая штука, которая взрывается в микроволновке, когда ты ее ешь. Она очень вкусная. Взрывается в микроволновке? Да. Мы же не будем запихивать в микроволновку? Не. Yeah, it's fresh. And then she's finishing it off right now. Заехали на заправочку Loves. Показать деду, что это за заправка такая. Потому что Loves мне нравится больше, чем Pilot. Чище она. Да и вообще поприкольней. Денис пока побежал деду показывать. Так, тут что тут? Что за развод? Все, все. Не знаю. Давай. Я хочу. Развела деда, да? Ладно, иди. Вот поэтому я против, чтобы останавливаться на заправках. Ну, тут тоже что-то у нас. Ты что, есть захотела? Yeah, scan the price. My God. Сплошные траты с этими путешественниками. Старые добрые салатики. Как забыть, как забыть. Кашка, кипяточек. Ведерко и совочек. Вон, дед, смотри. Можешь купить сувениры себе из Джорджии. Видишь, например, магнит, крывашка. Вот. Или там номер такой, видишь, на машину? Джорджия. Куда я буду лепить? На задницу себе? Ну это как сувенир. В чем? В Сан-Августине это Флорида. А это Джорджия. Смотри, магнит. Ничего. $5. Джорджия. $5. 6. Короче, ничего не хотят покупать. Никакие эти сувениры. Ну и ладно.
В общем, мы проезжали мимо Санта-Августина, и мама сказала нам, что надо заехать все-таки еще раз днем. Во-первых, поужинать, а во-вторых, посмотреть какой-то там супер-пупер университет. Ну и дед тут же подхватил, что да, его было огонь, поэтому надо ехать. И вот мы здесь идем в тот ресторан, который нас не пустили, потому что с нами были дети. Тут где-то предки были деда. Вон стоят. Вон предки твои. Узнаешь? Твои предки. Так, мы идем в какой-то американский ресторан. Надеюсь, что нас пустят, и мы нормально поедим, без всяких проблем. Опять нас не пустили, точнее пустили, но в этот раз там было ожидание посадки 40 минут. Мы решили, что нет, мы это ждать не будем, и поэтому пошли дальше. We can watch the new midnight sun in June. Идем. Нет конца и края. Нет конца и края этой улицы. Но мы никак не можем выбрать ресторан, где в этом покушать. Потому что нам, допустим, поесть не проблема взрослым. А вот детям, да. Взяли томатно-базиликовый суп, но так как Яночке дали бургер из лосося с беконом, он оказался у меня в тарелке, короче. Дедушка по стандарту взял fish and chips с пивасиком. Соня смертельный номер пробует суп и курицу. Мелкий, счастлив. И у меня еще вот такой бургер. Я думаю, будет вкусно. Все, трапеза завершена. $100 плюс $15 чаевых. Вкусно, дед? Что самое вкусное тебе понравилось больше всего? Пиво, конечно. Thank you very much. Bye. You too. О, обалденно. Историческое здание, поэтому здесь нет туалета. Туалет дальше, там по ходу движения. Сейчас пойдем изучать маршрут, так сказать. Знаменитые блины Мими. Как будто те самые секундчики. Добрянки. Кто знает, тот понял. Кто не понял, тот поймет. Я, оказывается, пошел не туда, не в ту сторону. А куда мы идем? Туда. Недовольная Яночка. Да. Будет сегодня наказана. Как ты ездишь по дороге? Да. Вопрос. Отсидела, что? Мы идем в университет? Идем в какой-то университет, где Соня будет учиться скоро. Так что... Нет. Яночка очень хотела синнабон. Я говорю, ну вон синнабон, иди возьми себе синнабон. Она говорит, ну может быть маленький тогда возьмем. Я говорю, ну давай маленький возьми. Только что поели, и синнабон надо. А тут девушка поет так красиво. Я вам сейчас покажу. Прям душевно, очень душевно. А вот тот самый синнабон. Очень вкусный, пирожный, очень. Но... Но у них нет кофе, только черный кофе. Что такое не сделаешь для Тяночки, лишь бы она радовалась. Кушай, дорогая, кушай. Попробуй того. Напишите комментарий в поддержку. В поддержку синнабона. Мне вручили, короче, синнабон с кофе. Они пошли все в туалет. Говорят, стой, держи здесь. Я зашел в какую-то вот галерею, и тут прикольно.
Что-то прохладненько тут, между прочим, на этом севере Флориды. И я вот думаю, нафиг надо тут жить. Хотя тут стоит дешевле снимать, на самом деле. Ну, жилье и все такое. Но холодно, падла. Без взрослых нельзя детям заходить. Hello. Конфетный рай, сахарная кома для вот этих вот двух. Ну, конечно же, мы ничего покупать не будем. А вот дедушка тебе купит, сказал. Я тебе куплю, сказал. Давай в темпе вальса, я скажу. Дед Сэм гуляет. На последний. Набрался. Дед Сэм на распродаже купил 3 футболки. Вливайся. Я говорю, смотри, по $10 всего. $10 берем. Вот это, еще вот это. Так, не наглейте. Не наглейте. Не наглейте. У деда не так много денег, не наглей, говорю. Денис, что? Базука? Это базука? Все, давайте, бегом. Раз. She's eating and eating and eating. Бег, спортзал, физические нагрузки. Все это не для нас. Синнабон. Мы выбираем Синнабон. Бегом быстрее, как можно скорее посмотреть на университет. Очень знаменитый здесь. Проходим мимо церкви. Тоже прикольная такая. Прямо хороший городочек. А вон он, этот университет. Смотрите, какой классный. Как Хогвартс, немножко похож на Хогвартс. И опять пахнет анашкой, короче, здесь. Что за жесть такая? Ух. Хотели бы учиться в таком здании? Я бы хотел, наверное. Красиво, да? Вообще обалденно просто. И вон тут уже Лайтнер Мьюзиум. А вот это вот Флэглер колледж. Это Хогвартс. Поговаривают, что Хогвартс рисовали именно с этого здания. Что поговаривают, я не скажу. Ворота, конечно же, закрыты, но мы подойдем и посмотрим. Хотя бы... А нет, открыто, можно зайти даже. Да. Флэглер колледж. Закрыто для публики. Но одним глазком, я думаю, можно взглянуть. Я не знаю английский, поэтому я не смог прочитать. Не знаю, как вам, а мне так очень прикольно. Такой чувак был. Взял и построил, красавчик. Олигарх. Такой, как он должен быть, а не как наши гондоны. Маленький блогер дед вещает на свою аудиторию. Это Флэггер рассказал деду историю этого чувака. Он говорит, да, хорошую денежку заработал. Я говорю, все верно. И вложил ее в народ, а не прогулял на Кушавеле на каком-нибудь. Красивый, конечно, городок, базара нет. Но что-то холодновато сейчас немножко. До прогулок. Дед, видите, как втопил машину и домой, в теплые края Кореи. Заехали на самую большую заправку. Ну, не самая большая, но, короче, Бобр-Курва. Знаменитая большая заправка. Бензин тут 2,90. Нам осталось ехать 3 часа до дома. Мы пошли вовнутрь. Я пока заправлюсь и тоже схожу, посмотрю, что там за красотища. Заправка вообще огромная, видите? Раз, два, три, 4 ряда. Все, короче, заняты. Просто unreal.
А грузовики, по-моему, где-то там сзади. Но это не точно. Очень большой машин. Это какой-то настоящий супермаркет, короче. А не заправка. Видите, продают тут же гриль, мангалы всякую фигню. Там все для отдыха. Пиво Андрей, естественно. Ладно, сначала схожу в туалет. Как говорится, сходил в туалет. Может приобщиться к прекрасному. Видите, продают вот такие флаги. Это срез дерева. Вот как выглядит. Стоит, между прочим, 320, 430, 430 долларов. Картины разные есть художников. Немцы брыли. Вот, все, пожалуйста, такие в картинах. В фламинге. Прям смотрите, что тут есть. Продукты нас не очень интересуют. О, да. Слышу знакомый голос. Что надо? Кока-колу? Ну, возьмите. Где надо? $1.20. На. Пусть он покупает, что? Доступ парень. Плюс налог еще не забывай. Короче, у них банда. Дед и Денис. Да как сначала надо купить? Нет, нет, наливай, потом покупаешь. Даже если ты выйдешь, то ничего страшного. Еда, пожалуйста. Разнообразная, какую хочешь. Техасские приколюхи. Сладости. Всякие, вон еще. Что хочешь, можно купить, короче. Это машина. Ну как? Огонь? Вон уточка с джип, смотри-ка. Ну вон футболка, видишь? Но. Все в бобре, короче. Бобр рулит. Вот молодцы, кто это, конечно, организовал. Вложили бабок немерено, но и отбивается, я думаю, очень хорошо все. Ну, прикольно, что могу сказать. Все, что нужно во Флориде, пожалуйста, ну как это, для загара, короче, крема, не знаю, как называется. Соленая команда. Ну как вам? По мне так вообще прикольно. Тяночку надо поймать. Так, дочь здесь вижу. Где дед с Денисом? Сонь! Пойдем. Все, пойдем. Ну как, все купили? Все, let's go. Это не скам. Пойдем, пойдем, пойдем. Такая вот заправочка попалась в нашем пути. А мы идем в машину. И сейчас за руль должна сесть Яночка. А я отдохну. Еду на пассажирском сиденье. Яночка за рулем. Сосредоточена. Проехали Дайтона Бич. Вот так вот закончилась наша замечательная поездка. Все хорошо. Приехали, даже можно сказать, вовремя, в 11 часов. Сразу все завалились спать, потому что так устали что-то. Походили, побродили по этим аутлетам вашим, по Сант-Августину. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие небольшое. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии ваши. Ну и увидимся уже на следующей неделе.